Аватар с группой сопровождавших его людей вылетел из Мадраса в Нью-Дели и затем на автомобиле поехал в Ришикеш. Через неделю Свами Шивананда встретил Бабу и сопровождающих его людей в своем ашраме. Знаменитый йогин вместе со всеми обитателями ашрама приветствовал Саи традиционным жестом, при котором складываются вместе ладони рук. Баба ответил на приветствие жестом благословения. На следующий день Саи материализовал для Свами Шивананды прекрасные четки из 108 рудракш, каждая из которых была оправлена в золото. Затем последовала беседа этих двух великих личностей. С лечебными целями аватар материализовал для йогина Вибхути и Амриту. И достопочтенный Свами Шивананда еще во время пребывания Бабы в ашраме снова обрел способность самостоятельно передвигаться по его территории и подниматься по лестнице. Профессор Кастури, Левингат, страница 202. Город Венкатагири был наполнен делегатами, посетителями и преданными. Там было большое количество аскетов, приехавших со всех концов. Великолепный паланкин, украшенный цветами, был поставлен около главных ворот дворца Венкатагири для того, чтобы доставить Саи Бабу на первую сессию. Саи и Свами Чинмаянанда, ученик Свами Шивананды, на 9-м Всеиндийском съезде, посвященном божественной жизни, который проводился в Венкатагири в 1957 году. Это было выдающееся событие, имеющее своей целью возрождение культуры и духовности Индии, и произошедшее через 10 лет после отмены британского колониализма. Город Венкатагири был наполнен делегатами, посетителями и преданными. Там было большое количество аскетов, приехавших со всех концов. Великолепный паланкин, украшенный цветами, был поставлен около главных ворот дворца Венкатагири для того, чтобы доставить Саи Бабу на первую сессию. Когда Саи Баба вышел и увидел этот символ помпезности, он дипломатично отказался от этой почести. Раджа Венкатагири попытался убедить Бабу изменить решение, но он сказал: «Здесь так много монахов, я пойду вместе с ними». Это была действительно выдающаяся плеяда святых людей, включая Свами Садананда, Свами Сачитананда, Свами Атмасварупананда и Свами Шринивасананда. Святослав Рерих, Сатья Саи Баба, Девика Рани, жена Рериха. Я помню, как в одной из встреч со Святославом Николаевичем в 70-е годы в Москве он спросил меня и мою сестру: «Вы помните Индию?» «Конечно, помним и детям своим рассказываем». «Что же вы рассказываете об Индии? Какая там удивительная природа, пышная растительность, что там на улице можно встретить не только обезьяну, но и слона». А вы рассказываете им, какие там удивительные люди? Слышали вы что-нибудь о Саи Бабе? Саи Баба с детства обладает сверхъестественными способностями и имеет полный контроль над ними. Однажды он со своими друзьями приехал к нам в гости и с ладони всех нас кормил. Святослав Николаевич сделал кругообразное движение рукой, повторяя жест Саи Бабы, и сказал, что на ладони Саи Бабы появилось сладкое индийское кушанье в горячем виде. Со словами «примите это от меня», Саи Баба протянул его Святославу Николаевичу, а он угостил всех остальных. Девика Рани в это время вышла за молоком для Саи Бабы. Когда она вернулась, все уже ели. Она пожалела, что ей не досталось. Тогда Саи Баба сделал такое же движение рукой и подал ей горячее кушанье. Потом Саи Баба вышел на улицу, там собрались сотни людей поприветствовать его, так как в Индии он пользуется колоссальной любовью. Он протянул руку вперед, и из его ладони посыпалась зола, которую индусы утром кладут себе на лоб во время молитвы. Все хотели получить эту золу. «У нас есть маленький старинный храм», – продолжал свой рассказ Святослав Николаевич. Служащий при храме вышел с цветами приветствовать Саи Бабу. Саи Баба спросил, какому богу он больше всего молится. Тот ответил, что Ганешу. Саи Баба протянул руку, и на его ладони появилось кольцо с изображением Ганеша. Он надел его на палец служителя храма. Как-то раз Саи Баба шел группой из 40 человек в далекую деревню. Наступил вечер, было поздно. Кто-то из спутников сказал, что до деревни идти еще далеко, а мы все очень проголодались.
Тогда Саи-Баба отошел в сторону от дороги на несколько метров, потом быстро повернулся и сказал: «Вот и обед», и все увидели 40 порций еды. Святослав Николаевич называл Саи-Бабу «скатерть-самобранка». Когда Саи-Бабу спрашивали, нужно ли показывать такие феномены, он отвечал, что если в свое время Христос мог накормить голодных, и если я могу это сделать, то почему бы и нет? Саи-Баба выделяется тем, что имеет полный контроль над такими способностями. Он может явить то, что требуется в данный момент. Он человек очень большой духовности. Главной линией его поведения и учения сродни учению Рама Кришны. Мурашкина, Святослав Рерих, каким я его знала. Мир огненный, номер 12, 97 год. С вами Пурушоттамананда с Бхагаваном. С вами и его свита также посетили дворец принцессы Гарвала, построенный на берегу Ганги выше по течению. Когда группа возвращалась назад, Баба внезапно попросил водителя остановиться. Как выяснилось, они находились у тропинки, круто спускающейся вниз к Ганге. Тропинка вела к знаменитой пещере Васиштхи, где уже в течение 38 лет жил член ордена Рамакришны с вами Пурушоттананда, 70-летний отшельник, предававшийся суровому аскетизму. Он встретил Бабу так, как будто давно ждал его. Баба отослал свою свиту и закрыл за собой дверь. В пещере остались он, Пурушоттананда, а также двое молодых монахов, помогавших отшельнику. Внезапно тело аватара начало испускать лучи света, неописуемой красоты. Один из участников поездки, оставшийся стоять у входа в пещеру, через дверную щель наблюдал за этим невероятным событием. Оба молодых монаха выглядели так, как будто их парализовало. Через некоторое время Баба позволил людям войти в пещеру. Он вывел Пурушоттананду из экстатического состояния сознания, спел песню о Раме и материализовал для отшельника хрустальные четки. Затем Баба заговорил о трудностях, с которыми аскету довелось столкнуться, о проблемах с огнем, о леопардах и кобрах, а также о трехдневном походе в Ришикеш за солью и спичками. Баба напомнил отшельнику, как однажды, к своему большому удивлению, он обнаружил в углу пещеры необходимые ему спички. В ходе беседы выяснилось, что как и спички, так и другие предметы материализовал для него Баба. Этот факт поразил не только монахов, но и всех присутствующих. Как вспоминал профессор Кастури, после этого события аура аватара была настолько насыщена энергией, что ее было трудно выносить. Спустя 5 лет с вами Пурушоттананда оставил свое тело в Прашанти-Нилаяне. Это произошло в тот момент, когда Баба во время празднования Маха-Шиваратри произвел на свет лингам. Он был похоронен, как и предсказывал Баба, с хрустальными четками на груди. Шива Прабхакару Свамиджи. У Свамиджи также была сильная связь и отношения с Сатья Саи Бабой. Их отношения были мистичными, как и, впрочем, и вся его жизнь. Но я могу рассказать вам один интересный случай. Когда слава Сатья Саи Бабы распространилась по штату Керала, мне очень хотелось посетить его, но с вами Брахмананда остановил меня, сказав, что мне нет необходимости посещать его. Я пытался настаивать, но он не сдавался. Спустя месяцы после этой дискуссии у меня случилось путешествие в Мадрас. После наших официальных дел мы поехали в ашрам, что в Путапарте, ашрам Сатья Саи Бабы. Завуч, который сопровождал меня, решился ехать туда, но я не особо горел желанием, поскольку я не получил благословения и разрешения Свамиджи. Поэтому я долго колебался, но все же решился. Мы решили ехать поездом, но впервые за многие годы поезда встали и движение было отменено в связи с проблемами с двигателем. Тогда мы решили взять автобус, но как только автобус завелся, в двигателе вспыхнул сильный пожар. После этого я сказал своему товарищу, что я не пойду без благословения моего гуру, и вернулся в ашрам. Когда я вернулся, Свамиджи спросил меня: «Ты видел Саи Бабу? Ты ездил туда?» Я был очень удивлен. Откуда он знал о моих попытках? Я честно рассказал ему всю историю. Шло время.
Однажды мне нужно было ехать в Бангалор по делам. Свамиджи сказал мне: Сай Баба в Вайфилде, в 12 километрах от Бангалора. Сейчас поезжай и встреть его. Как только я закончил со своими делами, я решил ехать в Вайфилд. Огромная толпа собралась, чтобы увидеть Сатья Сай Бабу. Я не сделал ни одной попытки продвинуться как-то вперед в огромной толпе, чтобы увидеть Сай Бабу вблизи. Неожиданно Сай Баба прошел сквозь толпу и подошел к тому месту, где я находился. Он заметил меня и подошел ко мне, положил свою руку мне на голову в благословляющем жесте и сказал на тамиле: «Ты пришел сюда, потому что он сказал тебе сделать так. Ты получил от него разрешение?» Я ответил утвердительно. Затем Сай Баба сказал: «Он и я одно. Он есть я. Я есть только он. Он знает все». Я был потрясен этим знанием и подумал, каким непостижимым образом мне удалось знать двух величайших йогов и получить от них благословение. Помимо этой истории, я не знаю, какие мистические отношения связывают Шива Прабхакару Свамиджи и Сатья Сай Бабу. Джанардан Наир – самый давний индийский преданный Свами Брахмананды. Шива Прабхакара имел тайную мистическую связь с аватаром Шри Сатья Сай Бабой. Когда ученик Шивы Прабхакары приехал в ашрам Сай Бабы, то Шри Сатья Сай Баба сам подошел к нему, говорил с ним, а в конце концов сказал: «Слушайся своего гуру. Я – это он, а он – это я. Мы с ним одно целое». Редчайшие фотографии воплощения Шивы, Шри Свами Брахмананды, известного также как Шива Прабхакара Сиддхи-йоги Авадхут, этот йогин жил более 700 лет, владел мистическими силами, такими как левитация, телепортация, телекинез, телепатия, понимание языка животных, смена тел и многими другими. Был невосприимчив к поражению огнем, кипятком, ядами и прочему. Но главная его красота заключалась не во всех этих совершенствах, а в его высшей самореализации. Он достиг полного слияния с Брахманом, реализовав высшее состояние самадхи, называемое Саруба Самадхи, когда даже физическое тело трансформируется в чистый свет ясности. На фотографиях мы видим, что мастер не был неприступным и отчужденным от людей святым. Он очень близок к любящим его ученикам, подобно отцу, играющему со своими детьми. Для Ванги Сай Баба очень много значил. Приходил и помогал ей. История эта документально запротоколирована личным биографом Ванги, крестницей Цветковой. Сатья Сай говорил о Ванге: перед началом Второй мировой войны Ванга тяжело заболела, но свыше было решено, что она должна выполнить свою миссию, и все силы небесные помогли ей выжить. Вы же 15 лет были у матери Терезы, служили вместе с ней. Вы же с ней общались, получается? Yeah, we talked with her, we ate with her, we traveled here, he's carrying my children in the lap. Она что-нибудь про нашего учителя говорила вам, или как у нее мнение какое-нибудь было с вами, про Свами? She did not talk about this, but she always talked about Swami's principles. But she met Swami. There was a meeting in 1981 where Dalai Lama, Swami and Mother Teresa, they were all together in the street. It was a meeting of interfaith. Это был межкультурный, it was a kind of Bangalore, 1981. Это в Бангалоре, в 81 году. Yes. Это было межконфессиональное. Dalai Lama,
and the representative from Vatican, from the Pope, and Mother Teresa, Sai Baba, and they all, everyone. He was the chair. He was the chairman. О, ничего себе, классная мать Тереза дала. So in Bangalore, it was in Bangalore. Ух ты, не знал. Swami presided the meeting actually. All these big people know, and Swami always asked me when every time I came from Mother Teresa, he always asked how is her health, how she's doing. She will be fine. When she had an operation, Swami sent a message, she will be fine. Сай Баба посылал Саи докторов помогать, служить и набираться опыта у матери Терезы Калькутской, назвав ее воплощением чистого служения. Также с вами посылал людей учиться у Хайдакхана Крия Бабаджи, у мастеров Сюрапт Шапт Йоги, у Садгуру Вишнудевананда Гири. Человек не понимает, что все объекты проецируются его умом из пустоты, мгновенно творятся, из самого глубинного сознания. Каждый из нас это может делать. Так же, как Сай Баба из пустоты творит перстни и пепел, так же каждый из нас из пустоты творит ситуации, связи, отношения, в зависимости от того, насколько сильна его шакти. Ум создает конфигурации ситуации, а затем попадает в них и запутывается, не понимая, что это его же собственное творение. Та позитивная энергия, которую вы накопили, слушая учение, поможет вам быстро достичь просветления ради блага всех существ.